История разворачивается в мрачной и напряженной атмосфере больницы, где отец, сидя у кровати своего умирающего младенца, погружен в ярость, отчаяние и безутешность. Он ощущает, как его сердце разрывается от горя, глядя на своего крошечного сына, который борется за жизнь. Младенец, которого он так долго ждал, теперь лежит безжизненно, и каждый момент кажется вечностью. Отец нежно прикасается губами к холодным щекам малыша, прощаясь с ним, и, сдерживая слезы, крепко сжимает его крошечную ручку. Он шепчет слова любви и надежды, даже зная, что, возможно, это его последнее прощание. Внезапно, как будто чудо, комната наполняется новыми ощущениями. Легкое дыхание становится явным, и слабый плач пробивается сквозь гнетущую тишину. Отец в недоумении поднимает голову и видит, как его сын начинает подавать признаки жизни. Медсестры и врачи, ошеломленные этим неожиданным пробуждением, спешат на помощь. Они проверяют его состояние, подключают аппараты, и вскоре в палате начинается настоящая суета. С каждым мгновением состояние ребенка продолжает улучшаться. Его сердцебиение становится ровным и стабильным, а дыхание сильным и уверенным. Холодные щеки постепенно наполняются теплом, а безжизненные глазки начинают светиться. Отец не может поверить своим глазам. Он чувствует, как надежда, которую он уже почти потерял, возвращается к нему с новой силой. Каждый день он проводит рядом с младенцем, восхищаясь его удивительным выздоровлением. Он разговаривает с ним, читает книги, поет колыбельные, и каждый миг, проведенный с сыном, становится для него бесценным. Врачи и медсестры тоже отмечают его прогресс, и вскоре они начинают говорить о том, как удивительно, что малыш смог так быстро вернуться к жизни. Эта история становится настоящим чудом, о котором говорят не только в больнице, но и за ее пределами. Люди начинают задавать вопросы: как это произошло? Что привело к этому необычному пробуждению? Врачи проводят бесчисленные исследования, пытаясь разгадать этот феномен. Они анализируют медицинские данные, обсуждают возможные причины и пытаются понять, как такой неожиданный поворот событий мог произойти. Эта история становится символом надежды и чуда для всех, кто ее слышит. Отец, который когда-то был полон отчаяния, теперь становится героем, олицетворяющим любовь и преданность. Он делится своей историей с другими родителями, которые сталкиваются с подобными трудностями, вдохновляя их не терять надежду. Он рассказывает о том, как важно верить в чудеса, даже когда кажется, что все потеряно. Каждый день он продолжает заботиться о своем сыне, радуясь каждому новому достижению и каждому шагу к выздоровлению. Маленький младенец, благодаря этому невероятному случаю, получает шанс на полноценную и счастливую жизнь. Он растет, окруженный любовью и заботой, и его история становится известной во многих уголках страны. Люди начинают говорить о нем как о символе надежды, о том, что даже в самые темные времена возможно светлое будущее. История о превращении отчаяния в надежду, о силе любви и о неожиданных поворотах судьбы оставляет глубокий след в сердцах людей. Она напоминает нам, что даже в самых безнадежных ситуациях возможны изменения, и что каждый нежный поцелуй может скрывать в себе настоящее чудо. В конце концов, эта история становится не просто рассказом о спасении жизни, но и напоминанием о том, что любовь и вера способны творить настоящие чудеса. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.